Тирана – город, куда никто не мечтает вернуться. Именно так говорят почти все travel-блогеры. А еще грязно, серо, мусульманская страна, ничего интересного. Но я решила проверить сама. И это влог о том, как Албания оказалась совсем не такой, как про нее говорят. Да, местами город выглядит старомодно, но зато зелени здесь столько, что кажется, будто попал в огромный парк. Мусор на улице? Да, иногда встречается, но в целом довольно чисто. Культура вождения – это отдельный аттракцион. Могут повернуть со второго ряда без поворотников? Да, могут. Но при этом пешеходов пропускают везде. Огромное количество цыган и попрошаек не увидели в этот день ни одного. И судя по тому, как спокойно местные девушки разгуливают с открытыми сумочками и телефонами в руках, тут реально безопасно. Первое удивление – это такси. Мы еще не успели выйти из аэропорта, как уже что-то пошло не так. Но в самом хорошем смысле. Просто подошли к первой машине и тадам, фиксированные цены. Прямо на табличке. До центра 22 евро. Ехать 40 минут. Никаких «давай за 50», никаких «а вы откуда». Честно, спокойно, без торга. Сел и поехал. Приятное начало. Второе приятное удивление – это въезд. Албания – страна, куда не нужно собирать папку документов толщиной с диплом. Для граждан Казахстана виза не нужна вообще. А если у тебя есть Шенген, британская, американская или золотая виза Эмиратов, тоже добро пожаловать. Просто показываешь паспорт и проходишь. Никаких писем, справок, приглашений. Взял билет, и ты в Албании. Еще один важный нюанс, который нужно знать. Если вы собрались в путешествие по Албании, то первое, что вам нужно знать, что карты тут не особо в ходу. Поэтому запасайтесь наличкой. Даже если вы бронируете апартаменты через Booking или Airbnb, то будьте готовы к тому, что хозяин напишет вам напрямую на WhatsApp перед заездом, уточнит время, когда вы приедете, и обязательно попросит произвести оплату кэшем. И чтобы вам было проще ориентироваться, в этом влоге я буду указывать все цены сразу в евро. Тем более, что евро принимают тут везде, так же, как и албанские леки. Поехали, узнаем, сколько на самом деле стоит путешествие по Албании. Так как мы прилетели вечером, этот вариант был чисто переночевать. 44 евро за ночь. Сразу скажу, апартаменты очень маленькие, а терраса, по-моему, сильно больше всей квартиры. Утром мы уже отправились в путь дальше. И недолго думая, мы остановились в первом попавшемся месте, Сразу отправились здесь, как всегда голодные. которое нас приятно удивило. Было вкусно, а главное, ужин на двоих обошелся нам в 11 евро. Немного про Тирану. Начинаем с главной площади Скандербега. Это огромная пешеходная зона в центре города. Говорят, одна из самых больших на Балканах. Сегодня мы особо ничего смотреть не будем, так как уже поздно и просто гуляем. А вот историю и основные достопримечательности мы посмотрим, когда вернемся в последний день. Вечером же здесь можно посидеть в каком-нибудь ресторанчике рядом или, если хочется чего-то необычного, заглянуть в казино. Тирана вечером уютная и живая. Первая кружечка кофе, мы только встали, собрались, вышли, спустились сразу попить кофе. Очень многолюдно, я вам скажу, для 8 утра. Это кофе-бар. Я вижу здесь только кофе и алкоголь. Сейчас все пьют, естественно, кофе. И тут прям полная посадка. Мы взяли машину в аренду, еще берем 120 евро, сказали нам стоит. Вторник, среда, четверг, пятница, 4 дня получается. 20 евро дополнительно за то, чтобы добавить второго водителя. И 200 евро депозит. Зашли в другой рентал, но там нету никаких машин доступных, здесь тоже только две. Одна маленькая, одна большая. В общем, мы взяли маленькую. Сейчас оформимся и поедем. Перед дорогой мы решили перекусить и остановились возле пекарни, взяли вкусные сэндвичи, кофе и отправились в путь. Дорога от Тираны до города Влёра занимает 3 часа.
Влёра — это курортный город, где люди не спешат, кто-то чилит на пляже, кто-то читает под зонтиком, кто-то катается на велосипедах. А еще это точка, где встречаются сразу два моря — Ионическое и Адриатическое. И именно здесь Албания когда-то провозгласила свою независимость от Османской империи в 1912 году. Так что город не только про пляжи, в нем чувствуется и история. Мы приехали во Влёру, бросили чемоданы в номере с обалденно красивым видом на море и сразу пошли искать, где пообедать. Нашли уютный ресторан буквально за углом. Атмосфера напомнила юг Европы. Белые стены, яркие стулья, солнце щекочет лицо, пахнет розмарином и жареными морепродуктами. Такое ощущение, что это не Албания, а Греция или Италия. И в этом есть смысл. До греческой границы отсюда всего 70 километров, а по морю до Италии чуть больше 100. Мы, конечно же, заказали морепродукты. Куда же без них на побережье? Но креветки оказались достаточно посредственные, и кальмары тоже. Зато картошка была неожиданно классной и вкусной. И салат тоже. Свежий, хрустящий, как надо. Счет на двоих вышел 45 евро. Мы пришли искупаться на море, но купания не будет, потому что водичка очень холодная, и тут нет берега. Просто ступеньки и вход, как в бассейне обычно происходит. Поэтому посмотрели, посидели. Сейчас пойдем переоденемся и поедем. Или пойдем в город смотреть, что тут. Мы вчера решили проехаться, посмотреть, что находится в городе, но, как оказалось, ехать 35 минут, а идти всего лишь 20, поэтому выбор очевиден. Прогуляться на свежем воздухе еще и летом — это отдельный вид роскоши и удовольствия. Поэтому мы просто прогулялись, зашли в кафе, посмотрели на людей. Что удивило, здесь очень много американцев, и в основном везде звучит именно албанская речь. Немного слышала русской речи, буквально 2-3 пары, и все. И албанский язык, он такой очень интересный, считается одним из самых сложных европейских языков и не похож ни на один другой. Мы пытались читать вывески, которые попадаются нам по пути, и это выглядит и звучит как просто набор звуков. Единственное, я нашла пару слов, которых я опознала. Это те, которые имеют арабские либо турецкие корни, например, как чай, но, по-моему, у них произносится как чай, я не уверена. Шекер, в турецком и в азербайджанском сахар, савун, арабский сабун, и пуртукаль, арабский буртукаль. Все остальные слова вообще непонятно, ни звука, ни буквы. Перед тем, как поехать в Бират, мы решили заглянуть в старую часть Влёры, просто прогуляться перед дорогой. И тут совершенно случайно мы завернули в переулок и попали в очень классное место. Сначала было вообще непонятно, это кафе или чей-то двор, вся стена в зелени, старая кладка, забор винтажный, а внутри тихо, фонтан, бассейн, цветы, старые камни, лестница, в общем, все как в фильме. Мы просто взяли кофе, меню, честно говоря, даже не смотрела, есть ли там еда, но просто посидеть в тишине, под зеленью, с красивым видом у бассейна, под приятную музыку. Место называется Паоло Антик Кафе. Запоминайте, если вдруг здесь окажетесь. На въезде в Бират среди виноградников и холмов мы заехали на семейную винодельню Чоба. Оказалось, что здесь уже больше века делают вино по семейному рецепту, и до сих пор все это ведет сама семья. Нас встретил сын владельца, он провел бесплатную экскурсию и рассказал, что у них всего 2 вида вина – красное и белое. Но кроме вина они еще делают игристое, бренди и даже 2 версии раки – классическую и с грецким орехом. В
1945 году, когда к власти пришли коммунисты, семье пришлось остановить производство. Но они продолжали делать вино только для себя, чтобы не забыть вкус и сохранить технологию. И только в 1991 году винодельня снова начала работать официально, уже для всех. Сегодня Чоба выпускает до 100 тысяч бутылок в год. Есть у них и особое вино – кашмир. Нет, не тот кашмир, который в Индии, а кашмир от Каберне, Шиш и Мерло. Это их семейная формула. Вкус мягкий, сбалансированный и с характером. После экскурсии можно остаться на дегустацию, есть 2 пакета за 24 и за 45 евро. А можно просто взять с собой бутылочку и увезти с собой немного албанского солнца. А теперь немного физических упражнений. Если честно, от Бирата я ничего особенного не ждала. Включила в маршрут просто потому, что он в списке ЮНЕСКО. А в итоге это одно из тех мест, которое меня сильно впечатлило. Больше всего мне понравился наш отель. Я люблю такие необычные и с историей. Муж, правда, отель забраковал и очень сильно удивился моему выбору. Но мне он очень нравится. Он интересный, необычный, из камней, с окошком одним малюсеньким на потолке, но очень уютный. Мне прям реально нравится. Если нужно коротко описать город Бират, то это про окна и белые дома, построенные в склоне. Говорят, что их специально строили друг над другом, чтобы каждый мог видеть солнце и реку, а не стену соседа. За почти 2500 лет здесь менялось все. От названия, империи, даже религия. Только одно оставалось неизменным – это камни и окна, в которые хочется заглянуть. Символ города – старинный османский мост. Он соединяет 2 квартала – Мангалем и Горица. Мангалем – это мусульманский квартал, Горица – это христианский. Вместе они и есть город Бират, который еще называют город тысячи окон. Если пройти чуть дальше от моста, то можно увидеть самый обычный настоящий город. Мы дошли до самого конца этой прогулочной улицы и на обратном пути зашли в итальянский ресторан. И это была самая потрясающая пицца за последние годы. Вот прям невозможно вкусная и идеальная. А салат из рукколы, я себя не причисляю к любителям зелени и овощей, но этот тазик рукколы был прекрасен. Я бы вернулась сюда еще раз с удовольствием. Вернувшись в отель, мы обнаружили, что у нас там тоже есть классный ресторан, и все столы были заняты. А потом было прекрасное, тихое, красивое утро. И кажется, мы были самыми первыми на завтраке, судя по сонным лицам сотрудников. Поют птицы, свежесваренный кофе и очень щедрый и вкусный завтрак, который, кстати, тоже включен в стоимость номера. На обратном пути в Тирану мы заехали в Дуррес. Это второй по величине город Албании и главный морской порт. Но у города интересна также и история. Здесь были древнеримские амфитеатры, фашисты, коммунизм. В 1926 году землетрясение разрушило половину города, а уже через год здесь начали строить крупнейший порт. Во Вторую мировую город дважды переходил от одних к другим, то к итальянцам, то к немцам. На какое-то время ему даже вернули его старое имя – Дураццо, а в 80-х вновь переименовали в Дуррес Энвер Ходжа в честь диктатора. В 90-х же отсюда люди массово уезжали в Италию. И если вы уже в Тиране и не хочется ехать далеко, то Дуррес – это отличный вариант для быстрой вылазки к морю. Ну а теперь снова здравствуй, столица! Нас ждет музей тайного наблюдения, ночной клуб,
церковь и, конечно же, спустимся в бункер. Мы сдали машину на день раньше, решили, что она нам не понадобится и все равно будем ходить пешком. И перед тем, как мы отправимся в бункер, расскажу немного про историю Тираны и откуда здесь эти бункеры появились. Когда-то Тирана была самым закрытым городом Европы. И здесь на протяжении 40 лет правил коммунист-диктатор Энвар Ходжи, который запретил абсолютно все. Он запретил иметь личные автомобили в использовании, запрещал путешествовать. А если кому-то и удавалось куда-то уехать или улететь, то нужно было обязательно доложить, что ты делал, с кем разговаривал и что рассказывал. Он запретил носить джинсы, покупать магнитофоны, слушать джаз и рок. И с тех пор для албанцев Мерседес это является символом роскоши. Так говорят во многих блогах. Но я не увидела этому подтверждения, потому что на улицах Тираны и, в принципе, Албании вы увидите множество новых автомобилей, новые Мерседесы, далеко не старые, новые BMW, Мустанги, огромное количество Audi и вполне себе очень классных новых крутых машин. Мы сидим, пьем аперольчик в очень красивом месте, где был раньше замок, крепость. И болтаем с мужем по поводу стран, где мы были, вообще о впечатлениях о Албании, об этой поездке. И решили открыть заметочки в телефоне со списком стран. Оказалось, что это наша 20-я страна вместе. Он не хочет идти в мой объектив, но поставил мне рожки. Оказалось, что это наша 20-я страна вместе. Моя 34-я, у мужа 25-я. И мораль всей басни такова, что жил себе спокойно мужчина, потом встретил меня, который шила в одном месте. И теперь мы смотрим все эти прекрасные страны вместе. Утром мы сдали квартиру, оставили чемоданы в камере хранения и решили погулять еще немного. Было пару мест, которые мы не успели посмотреть, и хотелось закрыть этот гештальт перед отъездом. Позавтракали в ближайшем кафе, просто куда ноги привели. Ничего особенного, но кофе вполне себе нормальный, и на голодный желудок все кажется вкуснее. Дальше по дороге мы увидели церковь и зашли посмотреть. Тут без инсайтов, без всего, просто красиво, поставила свечку, помолилась, поблагодарила. И теперь вот самое интересное – дом листьев. Снаружи обычное здание, только в лианах, а вот внутри совсем другой мир. Это музей, открывшийся в 2017 году, но не обычный музей, а музей тайного наблюдения. Здесь можно увидеть, как работала албанская тайная полиция Сигурини, как устанавливали прослушку, следили за людьми, устраивали допросы и, да, пытки тоже были частью этого процесса. На входе в музей так и написано: посвящен тем невинным людям, за которыми шпионили, арестовывали, преследовали, осуждали и казнили во время коммунистического режима. Место не из легких, но если интересует история, однозначно стоит зайти. Ну а дальше мы отправились в бункер, тот самый, в который вчера не попали. Бункер уже закрыт, вернемся завтра сюда утром, у нас еще будет время. Поэтому сегодня дубль 2. Почему они появились? Энвар Ходжи очень боялся нападения со стороны США, России, Китая и других стран, поэтому решил себя так обезопасить. В русскоязычных источниках пишут про цифру в 700 тысяч. В англоязычных число чуть более точное – 173 371 бункер. Это официальное задокументированное число построенных бункеров на 1983 год. Площадь больше 1000 квадратных метров. Комнаты, коридоры, архивы, техника. Местами реально жутко. Не поняла я, что это за место, честно говоря. У меня оно вызвало какое-то ощущение, как помягче сказать, неприятные, ощущения. Мне не понравилось находиться. Место тяжелое, не для развлечения. Но если хочется понять, через что проходила страна, сюда точно стоит заглянуть. На этом все. Наше путешествие по Албании подошло к концу. Мы направляемся в аэропорт. В этот раз решили поехать на автобусе.
Точную стоимость билета я уже не помню, но стоил он совсем недорого. Что-то вроде 2 или 4 евро. Ехать так же, как и на такси, примерно 30-40 минут, комфортно, с кондиционером. В общем, отличная альтернатива. Так что берите на заметку, на автобусе можно доехать не только до аэропорта, но и в центр города. Спасибо за просмотр и до новых встреч!